Вы испытывали когда-нибудь страх? Страх оступиться и чтобы вас сожрала тварь. Непроходимые уровни испытаний, через которые я прошел в данной игре. Это порт и пожарная станция. Два непроходимых уровня, которые я не смог осилить. И в игре есть очень интересные сложные механики с перебрасыванием досок. Ходьба по доскам, скрип одной доски означает вам верную смерть. С чего я хочу начать свое повествование данного рассказа? А именно, что главная героиня, нужно ей пробраться в порт за лодкой. И что ее ждет, какие приключения, какие она страхи испытывает. Какие особенности механики игры меня бесили на данном уровне. То бишь в порту меня бесило то, что ты шел под досками и малейший скрип, просто малейший скрип доски, прибегала тварь и тебя тварь сжирала полностью. Нужна ручка, чтобы поднять этот механизм. Ручка была заброшена в той избе на противоположном порту. То бишь ты должен брать каждую доску, переходить. Вот вы видите ручку на своих экранах, которую я взял и прикупил и поднял кран. Но самый кринж, это было специально, видимо, сделано разработчиками, чтобы как-то удлинить процесс игры. То бишь ты должен перекладывать доску на доску, потом ты брал этот ключ. Потом мы поднимались по лестнице, высыпая все песком, чтобы не нашуметь. И тут, когда она поднялась по лестнице, в этот док, где там должны были лодки быть, она шла за лодкой, чтобы уплыть. Мы прочитали записку, и тут нас чуть не поймала эта тварь. Где док? Вот эта станция, она засыплена цепями, звонкими цепями. Ты идешь такой по полу, пол скрипит, все скрипит на полу, каждая ветка она скрипит, ломается. И каждый твой шаг расписан буквально поминутно. И если ты совершишь хоть малейшую ошибку, хоть одну ошибку, ты поплатишься жизнью в этой игре, потому что эти твари, они реагируют на ваш шум. И чем дальше ты проходишь, тем сложнее игра становится. Но самое что сложное, это механика в пожарной части. Вот самое интересное начнется в пожарной части. Когда ты будешь открывать генераторы и сувать батарейки. То бишь, мало того, что ты будешь сувать батарейки, проклятые доски, они не дадут тебе пройти. Там нужно будет перекладывать доску на доску, чтобы типа мостик ты делаешь, переходишь, опять доску перекладываешь, мостик делаешь. Ты отключаешь этот долбанный предохранитель, ты должен поменять местами предохранитель, пройти по этой доске, чтобы вы понимали, пройти по этой доске, когда ты взял вот этот большой мощный предохранитель, с одного места перебросил ее на другой генератор, поставил этот предохранитель, и когда ты возвращаешься же обратно по этим доскам, которые я вначале вам показывал, вот это основная механика игры, там многие еще есть механики игры, но я вам рассказываю про то, что у меня жутко сбомбило с пожарной части, когда я там час промудохался, я не прошел этот уровень. Пожарную часть я не осилил, но в дальнейшем я пройду, потому что такой момент завораживающий. Вот ты понимаешь, да? Вот ты понимаешь, зритель, да? Вот смотри, тебе нужно взять генератор, открыть генератор, взять оттуда предохранитель, взять всратую доску, по которой ты уже прошел путь, да, за предохранителем, но ты по этой доске назад не можешь уже пройти, потому что эта доска, она дала трещину. Я там буду в видео показывать, там поперек доски будет такая трещина. Если ты будешь сильно медленно идти, эта доска просто сломается, и ты упадешь, и тварь тебя слопает. Ладно, да, вот перед тем, как идти в пожарную часть, мы попадем в специальный такой городок, да, перелезем через забор.
чтобы найти путь здесь лодку, я не знаю, где искать. Мы на этой локации, чтоб я вам объясняю, мы ищем лодку. И когда мы пробираемся через контейнеры, там эта тварь. Там эта тварь, и она выходит, типа, вылезает из промежутков контейнера, где стенка, и справа была разбросана листва. Но если на эту листву просто ты наступишь, я вот тут показываю некоторые моменты, если ты наступишь на эту листву, эта тварь тебя услышит. Вот вы видите на своих экранах, где я прохожу по бетону, и там вот эти листья разброшены. Листья плюс вода. Вот это я проходил, короче, час. Чтобы вы понимали, какой масштаб. Я видео записал, но видео было укорочено на 19 минут. Я рассказываю свои эмоции, как я не мог вот это пройти. Вот у меня ответ разработчиков, зачем это было сделано. Зачем вы столько листвы набросали. Листвы, столько воды было налито. Зачем? Я запарился проходить эту листву, эту воду. Каждая веточка, каждая палочка, оно издает звук, понимаешь, зритель? Оно издает просто звук. И тебе тварь на этом, вот я на этом месте, где я проходил, вот вы видели вот в этом ролике, где на бетоне была листва разбросана возле ступенек и вода. Даже ты на воду наступаешь, издает звук. И я просто сейчас вам выплескиваю свои эмоции позитивные, потому что у меня накипело от этого прохождения, я так запарился его проходить. Но я не осилил пожарную станцию. Пожарная станция, я не знаю, если кто-то из вас проходил данную игру, ребят, пишите комментарии, делитесь комментариями, но у меня накипело, я сейчас выскажу, как у меня накипело. Я это все проходил больше часа. Я запаривался конкретно с этими генераторами. Вот здесь мы когда в здание входим, там мы находили ингаляторы и таблетки. Потом я проходил дальше по коридору, я там видел самолетик, он шкафами был задвинут. Но я не понял, как туда пробраться. Задняя дверь была закрытая, где можно было войти. Впереди этот шкаф отодвинуть нельзя было, и туда протиснуться нельзя было. Протиснуться. Потом мы перелезаем через окно. Просто в такой промежуток короткого ролика, 19 минут, я рассказываю вам весь сюжет игры. Потом мы видим лодку, в которую должны сесть. И вот эта вот тварь, которая тебя слышит, она там ходит. Вот где вот эти генераторы, вот эти предохранители, понимаете? Предохранители ты переставляешь с места на место, перекладываешь эту доску с места на место, вот эту доску. Переложил доску, ты перешел по ней, она вся трескается. Ты потом опять с места на место доску перекладываешь, чтобы добраться до предохранителя. Опять эта доска треснутая. И вот в этом видео, посмотрите, когда я уже переходил по этим доскам, там была вот такая треугольная ромбовитая трещина. И ты, если по ней медленно проходишь по этой доске, и она ломается и падает. Я час пытался понять, как пройти по этой гребаной доске. Вот видите, да, вот эти предохранители, которые надо было менять, вот когда мы на пожарную станцию придем, где там пожарные машины стоят, и предохранители, их надо будет потом менять. И вот это для меня был самый сложный уровень, именно то, что вот эти доски, они постоянно ломались. Вы этим понимаете, эти доски просто постоянно ломались, когда я переходил с уровня на уровень. То есть не с уровня на уровень, а по доскам туда прошел, взял предохранитель. А это еще не самое главное. Вот в пожарной части, что меня затупило, я когда поначалу переходил, я когда шел по доске, открыл дверь, я тогда не знал, что надо оттуда переключить предохранитель, поменять местами. Я местами поменял, вот предохранители вы видите. Там было в счетчике 2 предохранителя. Я поменял местами предохранитель, загорелся зеленым, дверь открылась. Я прошел, взял вот этот шаттл, взял ингалятор и таблетки.
Но я не понял, что надо было, прикиньте, взять этот предохранитель с собой, вытащить его оттуда, чтобы включить именно, чтобы открылись основные ворота именно в пожарной части. Я опять, чтобы вы понимали масштаб прохождения, я опять по этим доскам падал. Меня тварь жрала. Она меня ловила, просто ловила. И я переходил. И когда я добрался вот до этого момента, где надо было включить это все, а оказывается, надо было взять было еще предохранитель. Мне пришлось возвращаться назад. Понимаете, я сейчас на эмоциях, меня прет. С меня просто прет дичайшие эмоции, потому что как я запоролся на этой пожарной части. Я не смог ее пройти, а в следующем прохождении я думаю осилю, но я просто рассказываю весь на эмоциях, потому что с меня прет эмоции сейчас. Вот эти доски, вот вы видите, да, звуковая дорожка может не соответствовать видео, но вы сами там увидите, про какие доски, про какие моменты я рассказывал. Вот где-то надо было с перекрытия на перекрытии перейти, мостик построить. И эти доски постоянно трескались. Когда я проходил, я падал. И когда я забыл вот этот предохранитель, что надо было туда его отнести, воткнуть в этот счетчик, вот так вот его, воткнуть такой счетчик. Я подошел к счетчику, а нужен предохранитель. А предохранителя его нет. Потому что нам нужно было опять вернуться туда, проложить досточки по мостикам и пройти. Понимаете, как меня сейчас бомбануло с пожарной части? Это какой-то трэш. Это был какой-то трэш. Кстати, забыл. Опомнился. Я просто сейчас на рассказе. Я пожарную часть прошел. Я прошел пожарную часть, вы в этом ролике увидите. У меня было прохождение записано часовое, я хотел его опять скоротить где-то минут на 30, но я его сделал на 19 минут, чтобы в 19 минут уложиться и вам рассказать все вот эти. И самое, знаете, что бесит? Вот где вот эти предохранители стояли, вы, наверное, в ролике увидите, как я открывал. Вот ты подходишь к предохранителю, да, ты должен открыть коробочку. Ты коробочку должен открыть, потому что ты, если потянешь за коробочку сильно быстро, тварь тебя услышит, и тварь тебя заберет. Ты должен медленно, как мышка, по одному делению. Вот это у тебя в руке левая штука, которая висит, да, которая издает звук. Ты должен по одному делению открывать. И понимаете, насколько это тянется время? Вот сколько я записывал этот ролик, да, проходил, отдельно делал запись. Я просто вам выплескиваю свои эмоции, что насколько все это было сложно. То бишь разработчики, я так думаю, сделали это специально, чтобы растянуть игру. Ну да, базара нет. Игрушка мне в целом понравилась. Мне прям кайфанул. Но вот эти сложные моменты по переходу досок, вот вы видите в этом ролике, то, что вот эти переходы по доскам, где доски скрипят, ломаются, ну как они меня бесят, я просто не могу. У меня так подгорел задний пердак, когда я проходил по этим доскам. Вы просто не представляете. Да, ролик был немножко 2 дня отсутствовал, ребят, потому что пока я там записал видео, пока я смонтировал все-то вот это вот, потом я на ютубе его, естественно, оптимизировал, пока я через нейросеть создал превьюшку. Да, превьюшки я все делаю через нейросеть. Шапка канала тоже сделана через нейросеть. Но голос мой, напоминаю зрителям, что голос мой живой. И для ютуба напоминаю, что голос не записан нейросетью. Это мой живой голос. Я делюсь с вами вот такими позитивными эмоциями. Я пытаюсь вас зарядить сейчас по полной, потому что вот это вот, понимаете, вот меня сбомбило с предохранителей. Ты должен потихонечку эту маленькую дверку открывать, потому что если ты сильно откроешь эту дверку, потянешь хоть на миллиметр быстрее, звук раздастся, тварь прибежит и тварь тебя убьет. Вот весь прикол. Но из-за этого у меня вообще не то, что как бы сильно подгорело там или подбомбило, не. Игра хорошая, сюжет классный,
все мне нравится. Но вот из-за таких вот моментов, вот, кстати, ребят, напишите в комментариях, кто проходил порт и пожарную станцию. Мне прям интересно будет это все посмотреть. Да, и на видео я добавлю звуковой ряд, добавлю еще музычку. Комментарии я все читаю, на комментарии я все отвечаю. Если там кто-то написал комментарий, я сразу не ответил. С небольшой задержкой я комментарии всегда все проверяю. Да, ребят, и спасибо в этом видео вот всем тем людям, кто поддержал вообще канал подпиской. Спасибо вам большое за поддержку канала, просто молодцы, спасибо. Напоминаю, эта игра будет пройдена полностью от начала и до конца. Потом я уже, когда эти предохранители взял, когда эти предохранители вернулся обратно, вот где дверь это была, оттуда я вытащил предохранитель, когда я уже открыл эту коробку, чтобы звук не издавать, открыл эту коробку, вставил, и где пожарная часть, пожарная машина была, вспыхнул вот этот вот огонь, тварь отвлеклась, потом включилась пожарная вот эта вот вода, и открылась зеленая дверь. И я пошел к зеленой двери. То что, да, игра была на эмоциях, вот это все прохождение. Но вот эти моменты с досками, перекладывание с места на место, с места на место, я прошел. Я просто рассказывал вначале на эмоциях и забыл сказать, что я эту пожарную часть осилил. Я прошел порт, то бишь это можно считать, ребят, полноценным прохождением. Можно и так считать. Я прошел порт, я прошел пожарную станцию. И в дальнейшем вы увидите, как я открывал дверь, проходил дальше, и где там еще шаттл был. Так что игрушка вообще огонь, мне понравилась. Спасибо вам за комментарии, спасибо вам за поддержку канала, спасибо то, что поддерживаете меня лайками, комментируете, ставите лайки. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Сегодня я был на эмоциях. Теперь будут каждое прохождение по 18, по 19 минут. Я буду делать ролики, вот такие короткие, высказывать всю суть прохождения, чтобы сильно ролики не писать длинными. Потом я говорю, вот в конце я пошел во вторую дверь, думал, вторая дверь откроется. Но нифига, вторая дверь просто не открылась. Потом я опять всю игру приседом, полностью всю игру я проходил приседом, потому что мало какое-то движение, и все. Вот там стояли два шкафа, там был шаттл, ну, вы видели в видеоролике. Потом я открыл, появилась вот эта комната, где нам дальше надо будет проходить. Так что в следующей части обязательно продолжим. Я также пройду, запишу, наверное, час, ролик урежу, потом расскажу все основные моменты, аспекты игры, с какими сложностями я столкнулся. Тут я в конце там включил свечи, и на этом мы остановились. Так что, дорогие друзья, всех вас благодарю за просмотр, за лайк, за комментарий. Спасибо вам большое за поддержку канала, то, что подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. На комментарии всегда, ребят, отвечу. Ну и напишите комментарий, как вы вообще проходили эту игру, кто из вас вообще играл в эту игру. Интересно будет почитать ваши комментарии. Следующие ролики будут выходить в таком же подобном режиме. 18-19 минут ролик, где я буду рассказывать о своих прохождениях данной игры, делиться своими переживаниями, делиться своими эмоциями. Буду записывать большое прохождение, потом буду его, естественно, вырезать, совмещать как-то вот именно, я бы сказал, отдельные аспекты я буду вам показывать, отдельные механики игры. Вот буду вот так вот упаковывать ролик в 18-19 минут. Плюс мне время надо сделать SEO оптимизацию через нейросеть. У меня есть нейросеть купленная, наша российская. Все превьюшки я делаю через нейросеть. Шапка канала у меня тоже сделана через нейросеть. Голос это мой. Голос мой, живой абсолютно. Это сказано для вас, зрителей, сказано для ютуба. Еще раз всех благодарю. Спасибо вам большое за поддержку. Увидимся в следующем видео. Всех благодарю. Это было видео исключительно на эмоциях, на позитиве, как я мучился, как я проходил, но осилил. Увидимся в следующем видео. Играйте только в лучшие игры. Пока-пока.